Друзья, всем привет! Отломился у меня черенок у плоскореза Фокина. Сгнил просто он от старости уже. Если вы знаете, то черенок идет с плоскорезом вот такой вот плоский. Я не знаю, возможно, они где-то и продаются, может быть, можно заказать. Но, допустим, в магазинах, в обычных, вот у нас, строительных, хозяйственных, таких черенков нету. Плоских, специально для плоскорезов. Поэтому купил я обычный черенок, стандартный для лопаты. Вот такой череночек. Купил в ближайшем магазине. Но чтобы сюда установить плоскорез, как вы видите, он крепится на двух болтах, нужно сделать вот эту вот часть плоской. То есть обстругать ее определенным образом, сделав поверхности параллельные с одной стороны и с другой. Для этих целей у меня есть рубанок электрический. Сейчас я особым образом застругаю конец черенка и примеряю плоскорез. Но перед этим, конечно, сниму вот эту вот деревяшку, кончик старого черенка. Вот второй у меня плоскорез, он немножко другой, по-моему, он называется пышка. У него также, кстати, обломан черенок. По такой же технологии, по этой же схеме я сделаю и для него. Вот смотрите разницу, кстати, я вам покажу между плоскорезом Фокина и плоскорезом пышкой. Надо бы сделать их сравнительный анализ, соревнование, какой из них лучше справляется со своими задачами. Вот видите, здесь вот так сделано, здесь 3 отверстия, то есть регулировка у пышки более тонкая. Здесь 2 положения у плоскореза Фокина. Ну а в целом оба этих плоскореза я использовал очень интенсивно. Как видите, даже черенки у меня сломались в этом году. Поэтому вещь эта рабочая. Ими можно полоть, рыхлить землю, мешать раствор бетонный. В общем, масса у них применений. Делать бороздки на грядках ими очень удобно. Если вы такими пользуетесь инструментами, напишите в комментариях. Но сейчас я буду готовить черенок к установлению железной части плоскореза Фокина. Так, смотрите, после особым образом обстругивания черенка он имеет вот такую вот форму. Толщина здесь примерно около 2 сантиметров теперь стала. Теперь нужно открутить болты, примерить плоскорез, наметить отверстие, просверлить в черенке и уже закрепить железную часть на ручке. Сейчас дальше будем этим заниматься. Так, снял я плоскорез. Его было бы неплохо, конечно, обработать от ржавчины или хотя бы шкуркой пошкурить, наждачной бумагой снять ржавчину. Ну ладно, и так сойдет. Теперь нужно прикрепить к черенку железную часть. Для этого нужно приложить инструмент и с помощью карандаша наметить дырочки и дальше их просверлить сверлом диаметром, около, я тут думаю, около 8 сантиметров, наверное. Эти дырочки. Сейчас я их сделаю. Здесь нужна будет одна в нижней части и вторая чуть повыше. 2 дырочки сверлим. Важный момент. Вот эти вот дырочки должны быть четко посередине черенка. Отверстия просверлены. Теперь можно закрепить железную часть плоскореза 2 способами.
либо вот в таком вот положении, либо вот в таком. Это уже нужно подбирать непосредственно под себя, под свой рост, опытным путем. Поэтому я, вероятно, сделаю вот в таком вот положении, как у меня был он изначально. Также обратите внимание, что нужно установить 2 шайбы под болт, чтобы не продавить древесину черенка при затягивании гайки. Сейчас я затяну 2 ключами на 13 болт и гайку с 2 сторон и покажу вам уже конечный результат. Вот что получилось в итоге. Результатом я доволен. Вот этот плоскорез я также сейчас таким же образом на нем поменяю черенок. Ну вот смотрите. Теперь даже стал помощнее. Единственное, конечно, чуть-чуть он потяжелее стал, потому что все-таки этот черенок потолще, нежели родной, который был на плоскорезе, плоский. Ну, я думаю, служить будет дольше, чем тот черенок, который был изначально установлен. Можно покрыть черенок каким-нибудь раствором, который будет защищать его от быстрого гниения, но это также не обязательно. Инструмент сейчас уже полностью готов к работе. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев.